пояса. Ничего себе. Поезд. Я сразу же пометила. Это записи, Это после вас. Это после выступления? Да, после вашего выступления здесь же себе делала пометки. Игорь Рыбаков впервые в Минске. А это безопасно? Абсолютно. Предпринимателям нужны только другие предприниматели. У соседа ларек, я тоже ларек острою. Не делают этого успешные люди. YouTube, Instagram, это все вот полная ерунда. Я, в общем, был в тупике и в отчаянии. Игорь, а чего ты боишься? Я не буду сейчас вам показывать фотографию, чего не делают успешные люди. Это стоит того, чтобы записать себе в телефон. Ну что, Минск, встречай. Что, вы за рулем поедете? Конечно, А это безопасно? Абсолютно, не переживайте. У нас впервые официальный долларовый миллиардер сейчас появится на этой сцене. Давайте-ка порепетируем, как мы его будем встречать. Как мы будем встречать Игоря Рыбакова. Мы крутые, да? Еще раз. Так, ребята, все, выходим. Я сейчас буду же, у меня выступление с этим связано. Все. Сейчас я всем напомню о том, что я YouTube и Instagram блогер. Специально это часть моего выступления, поэтому вот я беру с собой камеру. Давайте-ка еще раз. Игорь Рыбаков впервые в Минске. Всем привет. Ребята, Минск, привет. Все, кто приехал в Минск сегодня, всем привет. А пока я нажму на кнопку, и пусть она нас снимает. Вот так, хорошо. Отлично. Ну что, поехали? Обычно меня знают как предпринимателя. Forbes, там, индустрия, кровельные, изоляционные материалы. Вот. Но еще я автор книг, еще я блогер, еще я клипы записываю, там, значит, пою, там всякое дело. Еще я публичный спикер и еще много чего. Ну и YouTube канал у меня, там 150 тысяч подписчиков, там и растет. И Instagram 400 тысяч подписчиков. И вот меня все спрашивают: Игорь, как тебя угораздило? Что это такое происходит? Это же достаточно нетипичный случай, что вот... И я решил сегодня вам рассказать кое-что интересного. И вы узнаете, почему так случилось. Но сперва я вам расскажу одну историю. Историю моего гигантского фейла. История гигантского провала. Было это 3 года назад. Мы с моей супругой Катей решили основать Рыбаков фонд для того, чтобы продвигать одну простую идею, доставлять ее в массы, в люди, в России и в мире, что каждый состоявшийся человек обязан и ответственен предоставить доступ к смыслам и практикам, которые сделали его значимым, успешным. И вот мы взялись за дело с огоньком, с задором, и будучи успешным бизнесменом, конечно же, я думал, что это достаточно будет просто. Ну, берем традиционные медиа, подряжаем пиар-агентство, берем телевизионные интервью, журналы, радио, да, и поехали. И каково же было мое удивление, что их не интересовали эти истории про предпринимателей, про нас. Их интересовали истории про Трампа, про криминал, про Трампа, что-нибудь погорячее. Я, в общем, был в тупике и в отчаянии в некотором смысле. Долго, дорого, никакого огня. Я был в тупике. Я чувствовал провал своей миссии. То есть мы с Катей реально ощущали, что все, это провал. Мы не могли прорваться сквозь эту толщу традиционных медиа, которые занимались своими делами, своими интересами. И вот, будучи в этом тупике, когда мне было уже страшно, я чувствовал страх бессилия, я позвонил другу своего друга, он очень известный YouTube-блогер.
И я ему сказал: слушай, помоги мне, я в тупике. А интрига здесь в том, что 2 года назад ровно ему я с огоньком рассказал, что YouTube, Instagram — это все вот полная ерунда, это потеря времени. Поэтому, когда я ему сказал: помоги мне, он рассмеялся мне в лицо, сказал: Игорь, ну, конечно же, здесь все очевидно, но только сперва ты должен рассказать мне, что ты делаешь и почему. И я рассказал ему про миссию рыбаков фонда, про то, что мы с Катей делаем, да, успешные люди, обязаны и ответственны предоставить доступ к смыслам и практикам, которые делают их успешными, и про свой грандиозный провал с традиционным медиа. Он сказал: отлично. Но ведь все очевидно, Игорь, сказал он, ты должен использовать социальные медиа. Ты должен сам стать публичным спикером, блогером для мира. Ты должен сам персонально нести все эти идеи без посредников. Я сказал: камон, такого не может быть. Это не для меня. Я поверить тогда не мог, что такое может случиться. Тогда он меня конкретно и директно спросил: Игорь, а чего ты боишься? Я сказал: ну как, я очень боюсь провала своей миссии, но еще я боюсь начать с полного нуля, как блогер или публичный спикер. Он сказал: хорошо. А чего ты боишься больше? Я взвесил эти страхи и сказал: ну, провал моей миссии раз в 10, а то и в 100 более значим для меня. И как вы думаете, что он мне сказал тогда? Он мне сказал: Игорь, обними свой самый большой страх. Обними. Игорь, твой самый большой страх, твой самый лучший друг, он сказал. И он сказал: ты должен использовать свой самый большой страх для того, чтобы реализовать свою мечту. В общем, когда я услышал от него эти слова, слушайте, для меня вот этот вот страх начать, страх пойти, делать, он превратился в какую-то решаемую задачу, в одну из задач в to-do-лист. Все, я ее записал, и я пошел. Поэтому сейчас я на схеме покажу, как это работает. Итак, это мы, окруженные постоянно разными страхами. Они отвлекают наше внимание от нашей мечты. В направлении нашей мечты расположен только один страх. Страх не реализовать нашу мечту. И когда мы взвешиваем наши прочие страхи со страхом не реализовать свою мечту, если она перевесила, что происходит? Моментально все другие страхи превращаются просто в задачи. Но ведь гениально же! Сейчас покажу на примерах, что у меня случилось после этого. Итак, я начал Инстаграм. Мне вообще не нравилось, как я выгляжу на селфи. Ну, я не буду сейчас вам показывать фотографию, как я выглядел. Вы можете ее найти в интернете. Но мне не нравилось, да? И вот в результате я потерял 10 килограмм, и сейчас я очень себе нравлюсь. Дальше, когда я начал выступать публично на сцене, мне вообще не нравилось, как я структурирую мысли. А когда однажды я сравнил себя с Ником Вуйчичем, у него очень конкретное, ясное сообщение. Все, я вообще подумал: боже мой, я тоже так хочу. Мне было страшно, что не получится. Но вы уж знаете, да? Я начал и превратил это всего лишь в задачу. Я могу бесконечно говорить то, что случилось у меня за последние 3 года. Какие прорывы, какие фантастические вещи случилось. Но эти 2 примера пускай вам дадут основу найти собственные примеры. Наверняка тогда, когда с вами случалось подобное, вы легко превращали
свои страхи просто в решаемые задачи. Короче, уже 3 года я с Катей занимаюсь тем, что распространяю свои лучшие практики и смыслы, делюсь ими. Я очень хочу, чтобы таких успешных предпринимателей, как я, стало гораздо больше в России, в Беларуси, да в мире вообще, да. И у меня есть, в общем-то, внутренняя цель 10 тысяч предпринимателей, таких как я или мой партнер Сергей Колесников. Поэтому, что я делаю для этого конкретно? Я сделал книгу «Жажда». Это история создания компании, которая сейчас стоит $2,5 миллиарда. Это 100 мощных инсайтов, как строить миллиардные компании. Вы можете ее найти в интернете, скачать и аудиоверсию найти. В мае выходит следующая моя книга «Ток». Ток. 40 конкретных примеров, как сдвинуть себя в любой момент, без подготовки, сдвинуть себя в лучшее будущее. В мае выходит книга «Ток». Публичные выступления. 3-4 раза в месяц. Как сегодня. Но однажды, когда после очередного публичного выступления один мой наставник подошел ко мне и сказал мне: Игорь, что-то не хватает. Говорит, надо увеличить. Может быть, ты какой-то бизнес сделаешь, связанный с тем, чтобы разносить правильные саженцы. И он рассказал мне историю про саженцы. И сейчас я вам расскажу эту историю. Это надо знать эту историю. Потому что это второе, что я вам сегодня хотел рассказать. Второе, что хотел поделиться. Представьте себе наш с Сергеем Колесниковым, с моим партнером, сад, в котором росло прекрасное дерево производства кровельных материалов. Монопродукт, которое мы старательно взращивали. И в тот момент, когда это дерево обильно плодоносило, мы уже думали: боже мой, как нам повезло, мы будем до конца жизни питаться плодами от этого дерева. И вдруг это дерево заболело. Маржа стала падать. Мы его лечили там как-то. А оно падает и падает, я не знаю, что делать. И чем больше мы его лечим, оно тем больше падает. Нам стало страшно. Кто-то узнал себя? В общем, мы лечили, потом мы вдруг доперли, что на самом деле надо быстро пойти на рынок и купить новые саженцы. Подсадить в сад, чтобы в саду были не только вот такие деревья, да, а еще какие-то деревья, чтобы сад был всесезонным или диверсифицированным. Да? И мы быстро-быстро пошли на рынок и купили семечко или саженец дистрибуционной компании по йогурту и шоколаду. И мы посадили это семечко и начали его взращивать. Но 2 года прошло, и мы поняли, что это не то, оно не росло. Его пришлось это... В общем, что мы только не делали, и нам становилось все страшнее и страшнее, потому что то основное дерево, кровельные материалы производства, оно болело. И на наших глазах болело, и оно останавливалось. И нам становилось все страшнее и страшнее. Ладно, не буду страсти нагонять. Как вы понимаете, я здесь стою. Это означает, что мы нашли правильные саженцы тогда. Да, мы нашли, мы посадили их в сад. Сейчас это очень мощный сад, называется Технониколь. Какой же урок из этого я извлек? Очень сильный урок. Первое. Чего не делают успешные люди? Послушайте это внимательно. Это стоит того, чтобы записать себе в телефон. Успешные люди не сажают в себя первое попавшееся семечко или саженец. Вот, пришел в Инстаграме, там что-то какая-то фигня, или в Ютубе, да, и он раз посадил. Или у соседа ларек, я тоже ларек отстрою, да. И так далее, да. Не делают этого успешные люди. И второе, чего не делают успешные люди. Они никогда не останавливаются в поисках следующего саженца в свой сад. В свой бизнес-сад или в жизненный сад. Никогда не останавливаются.
Никогда не останавливаются и застревают в таком любовании. Мой прекрасный сад. Я буду питаться плодами моего сада до конца жизни. И они этого не делают. А что делают неуспешные люди? Что делают неуспешные люди? Конечно, они заталкивают в себя первые попавшиеся семечки или саженцы. Да? И потом вот через 5 лет или смотрят, не то что-то выросло. Да? Ну ведь действительно, ну нет же никаких оснований посадить в себя какой-то росток или саженец, ну неправильный саженец посадить, чтобы потом через 5 лет увидеть, что это не то. Зачем сажал-то? Поэтому неуспешные люди делают постоянно это. Они сажают в свою жизнь неправильный саженец. Еще что делают неуспешные люди? Если вдруг у них что-то выросло, вдруг так бывает, они тут же останавливаются и говорят: о, забор, никому не дам, буду любоваться и так далее. И неименуемо что случается? Дерево начинает болеть, или сезон какой-то приходит. Ну, в общем, это делают неуспешные люди. Поэтому как перестать тратить время на стресс? Как перестать тратить время на стресс? Ну, конечно же, брать правильные саженцы, да? Потому что в правильных руках, в руках правильных садовников, мощных, натренированных, правильные саженцы гарантированно будут мощными деревьями. Кто со мной согласен, поаплодируйте. Поэтому мой новый бизнес, который 3 года я уже с любовью развиваю в международном масштабе, он называется Прайтек, а в России, Беларуси и Казахстане есть подразделение Прайтека, здесь есть контакты управляющего партнера. И суть этого бизнеса заключается в том, что мы ищем правильных предпринимателей, ну, тех, которые, как правило, уже наталкивали в себя неправильные саженцы, уже знают, что пришла пора взять правильный саженец. Да? Вот мы ищем таких правильных предпринимателей и вверяем в их заботливые руки правильные саженцы. Я вверяю, потому что я их лично отобрал. И эти правильные предприниматели в своей локации, в своей стране, в своем регионе строят дочернюю компанию группы Прайтек вместе со мной. Это и есть мой новый бизнес. Я таким образом выполняю практически миссию рыбаков фонда. Я хочу, чтобы успешных предпринимателей, таких как я, стало 10 тысяч. Я их нахожу, этих правильных предпринимателей, способных садовников, с руками и опытных, которые уже сажали, видимо, неправильные семена. И вверяю правильный саженец. Результат. Везде, где это делают, за 2 года мощная компания вырастает. Ну а группа компаний Прайтек — это гигантский международный холдинг теперь уже, который работает от Австралии, ну, в общем, это по миру. Поэтому присоединяйтесь, и кого это заинтересовало, кто ищет сейчас свой следующий саженец, свой огород жизни, огород, сад, дача, да, свою бизнес-экосистему. Вы можете попытаться, точнее, пройти отбор и получить этот правильный саженец. Контакты здесь. Далее. Эквиум. Для того, чтобы атмосфера и окружение способствовало тому, чтобы мы каждый раз оказывались среди людей, которые никогда не позволяют нам быть менее яркими, чем мы можем, для этого мы с Оскаром Хартманом, Эдуардом Остробродом и Егором Евланниковым учредили Эквиум. Эквиум – это бизнес-сообщество
высоковлиятельных предпринимателей, тех, которых знают, что предпринимателям нужны только другие предприниматели, больше никто не нужен. Успешным предпринимателям нужны только успешные предприниматели. Или правильным предпринимателям нужны только правильные предприниматели, как среда, как атмосфера. Таким образом, я продолжаю всеми возможными способами реализовывать миссию рыбаков фонда. Я успешный предприниматель, и я хочу, чтобы предпринимателей успешных стало 10 тысяч. Это моя миссия, и я буду совершенствовать свои практики в социальных сетях, как публичный спикер, заниматься бизнесом прайтека по разнесению правильных саженцев для правильных предпринимателей. То есть я все сделаю для того, чтобы многие из вас здесь сидящих сегодня на себе испытали это чудо правильных саженцев и чудо возделывания вот этого прекрасного сада. А так как вы здесь все, как я понял, те самые успешные предприниматели, то я хотел вам сказать следующее. Я знаю, почему я здесь. Я очень люблю предпринимателей. Предприниматели вообще единственные люди, которые убирают устаревшее, могут построить новое и вообще преследуют цели без всякого обращения внимания на контролируемые там ресурсы. Поэтому я очень люблю предпринимателей, я сам такой. И поэтому я хочу послать вас всех в жажду, чтобы у вас внутренний огонь горел и изнутри давал вам такую мощность, такую силу видеть возможности, брать их, не застревать в предыдущем успехе, не консервироваться, да? Не смотреть на умирающее дерево или слабо плодоносящее. Идти дальше, добавлять в свой прекрасный сад следующее дерево. Я очень хочу, чтобы вы были успешными предпринимателями. И все сделаю для этого. Спасибо.